выражаю то, как я себя ощущаю в ней. Насколько... Так, вот такие шелка у меня. Ну, это как добавочная нить отдельно. Я не буду сматывать, 100 миллионов сложить. Когда я не ношу теплое. Когда не ношу Вот теплое. ниточка букле, дайте я вам ее покажу. Тоже стопроцентная. Это все можно было. Можно стилизовать и с каким-то другим низом. Выключайте нафиг мой канал, потому что... Друзья, привет! Я с новым вязальным влогом к вам, длинным, больше часа. И в этом влоге будет все, и процесс, и готовая работа в самом конце, и обзор летней пряжи, и выбор пряжи для летних проектов. А также я покажу свой летний вязаный гардероб и примерю все, что я навязала летнее. Мы с вами это все обсудим. Там есть интересные такие нюансы, которые, я думаю, заинтересуют вас. И будет, ну, любопытно хотя бы как минимум это посмотреть. А влог получается больше часа, наверное, поэтому приятного вам просмотра. Надеюсь, что вы от меня за этот час не устанете. А если устанете, то выключайте нафиг мой канал, потому что вы и так уже для меня сделали огромную работу. За вашу доверие, наверное, я хочу вас поблагодарить, потому что последний месяц принес больше половины вот подписок, почти 4000 подписок за последний месяц, а точнее даже за последнюю неделю. Я вам очень в этом благодарна, очень признательна. И вот даже как-то решила поторопиться и выпустить быстрее влог сегодняшний для того, чтобы отблагодарить вас за ваше доверие, за ваши подписки, за ваши добрые слова в комментариях, за вашу какую-то теплоту. Очень приятно. Огромное вам спасибо. Смотрите с радостью и с удовольствием, надеюсь, мой вязальный влог. Я с волной возмущения пришла. Значит, подхожу сейчас к пакету с мусором и смотрю, сверху валяется вот эта вот кофта. Выкинул мной мой любимый. Это Hugo Boss, на секундочку. Hugo Boss. Я думаю, что-то он ее выкинул, непонятно. Разворачиваю, вот, подтверждение. Разворачиваю, а у нее на спине дырка. Ну, где-то зацепился. Вот. Где-то зацепился и такую дырень сделал, которую... ну, ее как нету смысла ее заделывать. В общем, как можно выкинуть вещь, у которой такой фирменная молния классная? Скажите. Я человек, который в секонде покупает, распарывает, достает эти молнии крутые. И тут у меня в собственном же доме выбрасывается молния Hugo Boss. Это такое-то кощунство, я считаю. В общем, я забрала его. Я забрала его на разработочку. Кстати, давайте посмотрим, какой тут состав. Может, тут есть смысл пораспускать? Ничего не понятно, уже все застирано. Наверное, если ближе присмотреться на свету, то будет понятно. Вот так. Ой, что все на каких-то тайваньских языках. Ну, я так понимаю, что шерсть. Черная шерсть мне не сильно нужна. Да, шерсть стопроцентная, похоже. Мериносик стопроцентный. А потому что она, ну, черная, тоненькая. Что ее? Какой смысл распускать? Хотя, можно что-то придумать. Может, идеи есть какие-то. Я вот думала бабушкин квадрат на спине сделать, прям по центру связать и носить. Зеленого цвета под цвет отделки Hugo Boss, как думаете? Я в вязаной кофте с вязанием. Сижу в свой перерыв в машине, вяжу и записываю видео. То есть получается, что я полностью счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом в любимом месте, с любимым занятием в руках, в любимой одежде. Боже мой, так еще и могу это рассказать вам и показать. Один, конечно, есть нюанс, такой совершенно небольшой недостаток. Это моя забывчивость. Я совершенно забыла, что я подошла к резинке. И резинку мне надо вязать меньшим номером спиц. И не взяла их с собой. Вот что мне теперь делать? Плотно-плотно затягивать, вязать этими спицами. Что мне? Как мне вообще быть? Не знаю, как быть. Еще один ряд.
Еще один ряд можно связать так, как есть, и начинать резинку. Вот иногда бывает, что вроде бы все складывается удачно. Пока раз, и ты понимаешь, что ты опростоволосился по полной программе. Так, что мы сегодня обсуждаем с вами? У нас на повестке дня с вами моя благодарность. Я вообще что решила видео записать? Я вчера выпустила вот предыдущий апрельский влог. И сразу такие комментарии. Боже мой. Ну, я подумала, господи, это что? Это вообще, что должно произойти, чтобы я кому-то написала комментарий в Ютубе? Ну, я должна на самом деле быть как-то впечатлена, восхищена этим человеком. Мне должно прям вот преодолеть свою лень, свое сопротивление, просто свое желание там пролистнуть, или я же в это время вижу, у меня вообще руки заняты. Какие комментарии писать? У меня руки заняты. Вы что? А тут люди, вязальщицы, написали там 70 комментариев. Мне в первый день еще ролик только вышел. В смысле, вы отложили вязание серьезно, чтобы написать мне добрые эти прекрасные слова? Господи, да я готова вас просто расцеловать за это, понимаете? Потому что в моей картине мира это... Я очень многих люблю блогеров и смотрю, и мне нравится вязальных на ютубе. Но я не пишу комментарии, потому что я и мысленно благодарна, я их обожаю, просто обожаю. Я все ролики смотрю, ну как все, ну не все, конечно, но смотрю. Но чтобы написать комментарий, это меня надо очень поразить чем-то, я не знаю, чем-то зацепить. То есть что-то должно произойти из ряда вон, чтобы я написала блогеру комментарий. Хотя это неправильно. Наверное, вот сейчас я понимаю, насколько важно и ценно получать хорошие комментарии. Потому что ты как будто бы, это же бесплатно ты делаешь. Ну, то есть мы вот эти все видео выпускаем бесплатно. И комментарий — это единственная оплата за твою работу. И она платится, получается, не деньгами, а дофамином, который ты получаешь вот этими радостными эмоциями, которые ты испытываешь, читая этот комментарий. Вот. И другой оплаты, ну, как бы нету. Монетизации нету в YouTube и так далее. Поэтому я снимаю, в принципе, легко, с радостью. Но для меня проблема смонтировать. Мне кажется, что смонтировать абы как левой ногой я не могу себе позволить, чтобы там было какие-то экони-бэкони, чтобы там были какие-то непонятные, вообще непонятно что. И не хочу, я хочу, чтобы это было интересно, динамично, чтобы это было, ну, как бы полезно, чтобы это было как-то не избито, не приелось, чтобы ролик получился такой, который, ну, будет интересно смотреть. А зачем тогда вообще это все надо? Вот. А для этого, конечно, надо немножко заморочиться. Нужно там программу для монтажа, сопоставить эти все... Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Если не понимаете, то и слава богу, не надо вам понимать, потому что, ну, реально, монтаж так себе занятие. Ну, для меня. Я уже прям подумывала, надо кого-то попросить, чтобы мне монтировали. Может быть, кто-то это дело очень любит, монтировать. А я ему за это буду что-нибудь благодарна как-то. Ну, может быть, даже заплачу. Не знаю, правда, сколько я готова заплатить за то, что мне кто-то смонтирует ролик на YouTube, который выпускается бесплатно, за который я денег не беру. Вот, не знаю. Так, ладно, все, конечно, хорошо. Но что мне делать? Как мне вот резинку сейчас связать, если у меня нету тонкой спицы? Чем связать резинку? У кого есть палочка какая-нибудь тоненькая? Все, ладно, пойду искать спицу. Вдруг что-то найду. До встречи в эфире. Еще закрыть несколько петель, и первый рукав у меня готов. Вот. За вчерашний день связала. Сегодня вот резиночку закрыла. Может быть, даже сегодня успею второй связать и покажу вам готовую работу.
Вот такой вот у нас получился результат распуска. Тут хороший состав. Во-первых, она толстенькая, во-вторых, 50% шерсть, 50 с чем-то. Ой, где-то у меня бирочка, ярлычок. Я обычно отрезаю и оставляю, и потом в клубочек так подсовываю. Хорошая молния, классная. Пуговичка такая классная. Вот, и пряжи довольно много, и ее можно сочетать. У меня вообще красного много. И тут, и вот там. Можно сочетать много с чем. А это что? Красавчик лежит. Брошенный. Вот наш куртец. Тоненький, синтепоновый. И вот наша обложечка. У нас уже заканчивается второй рукав. И, в принципе, мы на финишной прямой. Можно будет пришивать. Я так думаю, что лучше пришить, чтобы это было у меня такая единая вещь готовая. Без всяких этих снял, надел. Потому что, когда снимаешь, надеваешь, все равно по этой куртке скользит. Она будет задираться, подниматься. Будет некрасиво. Вот. А если мы стабильненько это все пришьем, вот здесь по линии молнии, ничего не будем придумывать, то это будет хорошо, как мне кажется. Так, так. 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 И что осталось тут? Вообще осталось совсем ничего. Довязать чуть-чуть рукава. И все. Как раз на такую погоду дурацкую будет вещь. Мне так кажется. Ну, тепленькая тут альпака. Тут синтепончик, она не будет продуваться. Хорошая будет вещь, я думаю. И симпатичная, по крайней мере, всяко интересней, чем вот этот вот куртец непонятный. Он же и задуман изначально как какая-то поддевка под пальто и все такое, потому что, ну, то есть это такой нижний слой. У меня таких две, кстати, еще одна есть. Все, я пришиваю, вот почти пришила. Последние стежочки делаю и решила подснять. У меня все постирано, все высохло. Вот, все довязано. Короче, курточки пришила. Поза вдоль замочка, вдоль молнии и поверху. Больше нигде. Рукав не пришивала, естественно, и внизу не пришивала. Посмотрим, как это будет все смотреться. Примерю и покажу. И получился вот такой вот результат. Готовая работа. Мне очень нравится. Она, во-первых, не продуваемая, тепленькая и достаточно красивая. Что скажете? Я, просто восхищена, если честно, этой готовой работой. А как вам? Страны в каждой петле, не просто нитью, моя стихия. Лето в бобинках бурят шелк и лен. В логи кусочками я в это дело влюблена. В каждой петле отражение нас, тех, кто создает красоту здесь и сейчас. Что у меня на спицах сегодня? У меня на спицах будущее пончо, которое мне надо связать примерно за неделю для выступления дочки в театральной роли одной. Она будет исполнять роль маленькой девочки-песца. Песец — это животное такое. И вот пончо должно быть мягеньким, пушистеньким, напоминать песцовую пушистую шкурку. Должно быть объемным, таким, чтобы со сцены красиво смотрелось. Вот я
вяжу. Собственно, посмотрим, что из этого получится. Уже очень много петель, уже ряды движутся не так быстро. Но вот это вот я за один, наверное, день вечером начала. И вчера один день вязала. Вот так продвинулась. Посмотрим, что из этого будет получаться. Покажу готовый результат. Так, ну что? Что я вам сейчас буду показывать? Вот что. Это пончо для выступления моей младшей дочки. Вот на каком этапе. Значит, у нас вообще это у меня такой проект на будущее, скажем так. Я вяжу его на выступление, но с тем расчетом, что потом после выступления я смогу сделать из этого что-то, то, что, в общем-то, можно будет носить и мне, чтобы не зря было потрачено время, пряжа и усилия мои вязальные. Поэтому дочка будет в роли маленького писца, девочки-писца. Вот. И ей нужно было такой типа пончо, типа что-то в стиле шаманском каком-то, что-то такое, белого цвета. Она маленький писец. И я вот делаю, значит, это пончо. А потом, я думаю, что можно будет преобразить его во что-то еще. У нее рост пониже, чем у меня, но это не окончательная длина. Мы посмотрим, какой длины тут будем делать. Я сейчас вот пока примерно вот такой длины до пояса сделала. Довяжу вторую полочку и посмотрим. Из чего мы вяжем? Вспушенный хлопок бобинный. Тоненький, приятный, все с ним хорошо, но мне кажется, он не носки будет. Но зато легкий, как ватка. И вторая нитка это 25% шерсти и все остальное по акрил. Такой букле копеечный. 350 метров на 100 грамм. Ну, в общем-то, да, я выбрала такой бюджетный вариант пряжи для того, чтобы даже если это потом нигде никак не пригодится, чтобы было не жалко. Вот. Но рассчитываю, что, возможно, из этого можно будет что-то сделать, то, что еще и где-то я, может, и надену. Вот такая сейчас у меня работа. Она скучноватая, потому что туда-сюда гонять лицевые ряды надо. Но с другой стороны, можно ни о чем не думать. Можно просто вязать, смотреть какое-то видео, залипать. Опять же, вязальный YouTube смотреть. Спасибо вам за подписки, комментарии, за лайки, которые вы оставляете на моем канале. За моему каналу 3 месяца исполнилось. Ну, как каналу? С момента, когда я опубликовала первое видео, прошло 3 месяца. И вот за 3 месяца вас уже больше 6000 у меня. И это просто какой-то невероятный результат, невероятный рост, которого я не планировала, не ожидала. Как мне сказала студия YouTube, когда я спросила, нормально ли это, сказала, это космический результат. Просто космос. Все благодаря вам, вашему доверию, вашему вниманию, тому, что вы меня смотрите, ставите лайки, подписываетесь и реагируете вообще каким-то образом на мой контент. Спасибо вам огромное. Так, ну что, давайте оценим процесс. У меня готова передняя полочка, одна левая. Сейчас я вяжу, продвигаю спиночку. И еще останется довязать вторую полку. У меня сегодня понедельник, утро. В среду к вечеру должно быть все готово. Работы еще так, многовато, скажем, с учетом, что впереди 2 рабочих дня, 3 рабочих дня. То есть вязать я могу где-то в перерывах утром и вечером. Надеюсь, что успею закончить, потому что мне
Это надо, это заказ моей младшей дочки к выступлению театральному. Это будет часть ее сценического костюма. Такое белое пончо. Она будет девочка-писец. Как ни странно это звучит. Вот такая фактура. Здесь 2 ниточки вспушенного хлопка. Тоненькие, пушистые, очень легкие, невесомые. И 1 ниточка букле. Где у нас ниточка букле? Дайте я вам ее покажу. Вот это букле. В этой нити немного натурального. Здесь 26% шерсти. Остальное ПА и акрил. Но в этом сочетании все вместе отлично. То есть такое большое количество синтетики, оно нивелируется хлопком. Вот. И само изделие оно будет воздушное, легкое такое, пушистое, довольно плотное, хорошее. У меня была задача повторить структуру пушистой какой-то вот животной шерсти. Так что буду продвигать, времени немного. Надо закончить, еще там надо будет какие-то украшения, какие-то бубончики, я не знаю, какие-то помпончики делать. Что-то по референсу, по фото от руководителя их студии. Надо будет еще какие-то украшения. Обязательно покажу. Я на выступление на это поеду, оно будет в другом городе. И сниму, посмотрим, как это все будет выглядеть на сцене. Мне самой очень интересно. Так, у нас финишная прямая. Я закончила вязание, все закрыла. Теперь осталось обработать вот тут вот, сделать украшения. Какие-то просили висюльки, бубончики нужны или что там, я уже, ну, вот завязки, наверное. Дальше вот тут по бокам, наверное, нужны завязки. Я так понимаю, чтобы это все как-то выглядело пристойно, потому что там, ну, юбки не будет, там какие-то леггинсы под низом у нее будут. Вот. И это, конечно, все надо примерять на человеке, потому что вот так вот, ну, тут ничего не понятно. Ушло, почти вся пряжа у меня ушла на это изделие. Было 300 грамм у меня. Вот это что? Ну, тут совсем немножко шерсти, остальное все акрил ПА. Такая буклешечка чисто белая. И вспушенный хлопок. Вспушенный хлопок. Кажется, что 100%. Сейчас скажу. Была тоже такая большая бобинка. 80% вспушенный хлопок, 16% полиамид, 4 эластан. Такая была бобинка, ну, я не знаю, грамм 300, наверное, было. И еще была бобинка с остатками, грамм, может быть, 100. Ну, вот такая вот была. Ну, короче, расход этого грамм 300 и этого грамм 300. Надо все это взвесить. Да, примерно по весу здесь грамм 600. Вот как я беру одной рукой и примерно оцениваю. Здесь грамм 600. Так, все, пошла я украшательства все эти делать. Уже хочу быстрее этот проект закончить. Я вообще не люблю вязать что-то не для себя. У меня нету какого-то вдохновения, мотивации, какого-то что-то. Ну, вот это, как, знаете, работа. Конечно, для любимой дочки, для выступления все понятно, стараешься, делаешь, все равно делаешь хорошо, качественно, но какого-то запала такого энергетического, вот его нет. Хочется быстрее закончить, отдать и забыть. Все. Вот наше пончо готовое. Пончо и гетры нам сказали связать. Помпончики еще вывязали такие. Повернись, покажи, пожалуйста, спину, как выглядит. Вот так. Попросили, чтобы это была примерно длина до колена. Вот. Сначала оно было короткое, как пончо, как накидка. Потом я довязывала уже длину. Как ты считаешь, удачный вариант получился? Мне кажется, то, что мне очень идет это пончо, и мне кажется, что ему очень понравится. Ему это кому? Моему учителю. Ясно. Ну хорошо. Ну, удачной премьеры завтра. Спасибо Послезавтра. Янкович вяжет, мечтает, смеется, когда все не так, распускает и бьется. Так, что касается летней пряжи розовой, у меня есть вот такой буретный шелк с кашемиром, 80% буретного шелка.
Здесь 700 метров на 100 грамм. Очень приятная ниточка, очень-очень мягкая, такая не сильно ватная и нежная, суперская. Вот это у меня что? Стопроцентный шелк Туса. Интересно, как добавочная нитка, потому что она довольно тонкая, и в несколько слоев ее не повяжешь. Здесь у меня 100 грамм, всего лишь 1500 метров на 100 грамм. Как добавка к чему-то хорошо бы пошла, потому что она такая чуть лососевая, с белыми такими ватными крапушками. Хороший цвет, хороший оттенок, но подобрать к ней основу, не знаю, удастся или нет, не знаю, не помню, есть ли у меня что-то похожее для нее. И вот такая ниточка, что это у меня? А, нет, это не летний состав, это мохер. Вот, крапива. Крапива у меня и шелк 50 на 50, тоже хороший состав. Вот тут я что-то пыталась из них комбинировать, но неудачную плотность выбрала на вязальной машине, слишком забитое полотно плотное. Если возможно взять это все дело на большем размере, то и неплохо было бы. Вот какие-то образцы висят. Так, это что касается розового. Ниже у меня идет голубенький. Тут летние составы есть, но их мало. Вот эта вот травушка летняя, ну как летняя, это полиамид стопроцентный, не такая уж и летняя. Вот там у меня, вот тут вот, я из нее вязала футболку. И мусс, если мусс можно считать летним. Мусса у меня много голубенького этого. Это 80% меринос. Такой прекраснейший завиточек. Очень красивая ниточка. Очень. Она восхитительная, мягкая, легкая, такая воздушная, классная. Так, ну вот эти вот, это что? Это у меня Harmony. Стопроцентный гребенной меринос тоже хороший. Вот я вот тут сматывала, пробовала какие-то образцы, наверное, вязать несколько сложений. А остальное все оно с мохером, альпакой, ну такое не летние составы, скажем прямо. Так, вот этот вот шелк стопроцентный. Все-таки я буду распускать этого орликина своего, не нравится. И к нему у меня, так как он довольно тоненький, у меня есть вот такие вот еще шелка. Ленточный шелк, тоже стопроцентный. Это все можно было бы как-то объединить, конечно. Вот у меня такой здесь завод вязальный, Knitting Factory. Так, вот что касается вот этого уголочка. И вот тут еще у меня 10 бобин тончайшего стопроцентного шелка. Кажется, стопроцентного, дайте гляну. Не сильно помню. Или 8. 50% шелк, 50% вискоза. 5000, 6000 метров на 100 грамм. Можно, конечно, что-то из 10 связать, но маечку какую-нибудь, хотя бы попробовать образец связать можно, посмотреть. Так, серого у меня летнего ничего нету, все теплое. Красного летнего есть. У меня есть здесь в пакете распуск вискоза и есть лен. Вот такой вот у меня замечательный алый лен, но что-то льняное, красное, алое мне, честно говоря, не очень хочется. Поэтому задвигаю его обратно. Нет желания вязать красный лен. Пока в фаворитах у меня на вязании это вот что. Здесь вот это Harmony меринос стопроцентный. А вот это Фрискалина лен. Очень в хорошем метраже, толстенький довольно. Что-то не подписан. Ну, здесь, наверное, метров 300 на 100 грамм. И они идеально сочетаются друг с другом. Сейчас покажу, я начала вязать образец.
Так, плохо одной рукой, конечно, все это вам показывать. Ну ладно, я же... Вот мой образец. Вот. Вот это получается, что у меня 3 нити Harmony мериноса и 1 нить фрискалина. И вот я тут подбирала разные варианты узора. Пока вот эти дырочки мне нравятся больше всего. Они такие тоненькие, в меру пластичные, в меру, скажем так, в меру льняные, как это сказать, потому что вот эта сетка, она классная, придумала узор сама, двухстороннюю такую здоровскую сетку, ну, как-то, может, толстовато для летнего, хотя вот сейчас я ее щупаю, это все уже постирано, и она мне тоже нравится, эта сетка неплохая, но вот это нравится больше. Скучно, правда, вязать будет эти дырочки. Вот это пока у меня фаворит для летнего вещей. Пойду гляну, что еще есть. Ой, вот тут вот вишневый у меня фаворит, конечно, еще один. Вот огромный образец. Я из этой пряжи вязала футболку. Это, никогда не поверите, что и не угадаете. Это хлопок-травка от Camtex. На стоке на Wildberries мне удалось купить в их фирменном магазине огроменную бобинку за 3 копейки буквально. Камтекс хлопок-травка. Как известно, он косит в глади, но какие-то такие вот, это просто что-то я не знаю. На просвет выглядит красиво, но если это на теле, оно все просто, ну, не читается ничего, поэтому я забросила. Вот, ничего не видно, как будто бы какой-то, непонятно. На белое, если его белый чехол какой-то вот снизу, да, то тогда красиво. Но это надо, не знаю, надо какой-то белый чехол вниз и продолжить тогда вязать эти ромбы. Они интересные. Так, здесь у меня ничего летнего, по-моему, нету такого цвета петрольного. Вот тут вот хорошие, интересные есть у меня составы. Вот это что? Fusion Comfort меринос по кашемир. Это не летний, но довольно легкий, тоненький, потому что буклет тонюсенькая. А вот это вот летние составы. Вот это лен, такой же, как алый, я вам показывала недавно. А вот это вот, прям можно быстро своять что-то интересное. Это хлопок, ПА и вспушенный лен 40%. 40 хлопок, 40 вспушенный лен и только 20 полиамид. Букле. Очень интересное. И цвет интересный, трендовый. Вот он мой тоже такой, как бы, глаз у меня на него смотрит и думает, что можно связать. Это остатки хлопка, который я вязала блузку. Французскую кофточку дырявенькую. Там махеры. Из зеленого есть летние составы. Ну как, опять же, это полиамид 100% дырявенький у меня. Это вот хлопок. А нет, это не хлопок. Друзья, обманываю. Это, по-моему, пополам со льном. Хлопок 60%, лен 40%. Хороший состав. Кстати говоря, и цвет приятный. Такой тоже оливковый, интересный. Можно вполне его взять в работу. Так, 2 льняных. И тут у меня 2 бобиночки одного цвета. Я их специально рядом поставила, чтобы у меня вдохновение пришло. Здесь тоже мусс. А нет, хлопок па. Что я вам рассказываю? Это хлопок. Класс. И это клау. Меринос с кашемиром. Хороший состав. Тоже можно облегченное сделать что-то. Меринос с кашемиром. Клоу известный от Милифили. И цвет потрясающий, горчичный мне он идет. И облегчить это все хлопком. Но дать ему объем. Так, идем дальше. Вот на этой полке сверху у меня остатки от проектов. Вот от джемпера Акне, то, что осталось. От моего такого жаккардового джемпера. Белый это сугроб и так далее. Это вот, да, вот, очень много. Когда на бобинке остается там 50-100 грамм,
Вот, непонятно, полноценное изделие из него не получится. Вот ставлю, мало ли, может когда-то какие-то шапки или что буду вязать. Здесь у меня очень хороший любимый мусс, который я так люблю. Какой мусс? Опять вас обману. Слушайте, мне везде мусс мерещится. Это же классный летний состав. Вот, я нашла. Это шелк Малбери и ПА. И у меня таких две бобинки. Смотрите, какой цвет классный. Он такой, как, я не знаю, как это называется, латунь, бронза, нет. Ай, в общем, очень классный цвет. Так, запомнили. Здесь что у нас из рыжего? Летние есть. У нас летняя только одна здесь бобинка. Вот там. Вот ленточный хлопок. Он прикольный, кстати говоря, он прикольный, но я так и не представляю, что из этих лент вязать. Вот я купила, опять же, почему купила? Потому что стоил 3 копейки. Ленточный хлопок. Хлопок же? Или я сейчас вас опять обманываю, рассказываю? Ну да, лен с хлопком пополам и ПА. Вот. Видно? Не видно? Видно. Лен с хлопком и ПА. Вот. Что-то вытянутыми петлями можно. Такое прикольное по-быстрому. Надо забрать его с собой. Ну, он же прикольный будет. По-быстренькому. Шух-шух-шух-шух. Так. Черное. Что-то мне... Во-первых, у меня летнего черного пряжи составов нету. Во-вторых, черное вязать на лето не хочется. Здесь у меня изумрудные цвета. И вот коробка изумрудов. Но из летнего только вот это. Это у нас что? Это лен с хлопком и ПА. Тоже всего поровну. Петрольный. Хороший цвет, неплохой. А у меня есть начатая работа незаконченная из этой нитки. И еще к ней вот такая вот ниточка в цвет. И здесь у нас меринос, хлопок и нейлон. Тоже всего примерно поровну. Вот такая. Не знаю, петроль хорошо, но что-то... И главное, это тренд сезона, этого года. Носочная пряжа заставленная, заброшенная, которую я перестала вязать, потому что разлюбила вязать носки. Так, идем дальше. Рыжиков я уже вам показывала. И более того, я же здесь подобрала к своим пайеткам, ой, я про них забыла, от Лэнг. Купила эту потрясающую красотищу и подобрала к ней компаньона. И так и ничего, даже образец не связала. Но здесь летние составы, это только вот этот вот мусс из летних составов. Остальное все мохерово-альпаковое. Ничего там летнего нету. Зеленые. Летних составов у меня темно-зеленых хвойных нету вообще. Насколько я помню, все такое осенне-зимнее. Так, тут у нас хаки. Хаки у меня есть вот такая вот вискоза. Но мне не нравится, я разглядела только уже дома, что она с каким-то блеском. Вязала образец. Где этот образец? Сейчас покажу. Вот такой образец вязала. Я хотела вообще штаны. И вот этот блеск меня, не знаю, видно на камере, не видно, но она блестит. И этот блеск меня убивает. Поэтому отменились штаны. Вот там вот Лейнс ду Норд, который я рассказывала с брачком. Так, вот здесь вот туса. Если бы вы знали, что он в пакете, потому что у него такой запах жуткий. О, боже. Ну, как жуткий, специфический, очень. Не знаю, она очень рустикальная, очень. Я пробовала образец, наверное, он тут внутри есть. Сейчас покажу. Вязать. И этот образец, конечно, хорош для определенных
моментов жизни. А что, я его распустила? Распустила. В общем, слишком рустикальная татуса, не знаю. Надо думать компаньона для нее какого-то. Так, вот такие шелка у меня. Ну, это как добавочная нить отдельная. Я не буду сматывать 100 миллионов сложений. Тем более такой шелковый блеск я не очень люблю. Слишком уж шелковый. Белого мне пока хватит. Хотя вот это вот классная нитка от Милифили. Кэш 5, кажется. Ой, какая она прекрасная белая. Как она мне здесь именно вот в этом белом исполнении нравится. И, кстати, белый вот там вот у меня есть еще тоже лента белая к шелку черному с белым, который показывала. Так, это что касается белой. Но из белого мы с вами не будем вязать. Вот у меня еще есть вот такая красотища, которую я привезла из Стамбула. Если бы вы видели, как она блестит. Шнурок такой. Можно сумку сделать, можно платье, можно накидку. Такой вот блестящий шнур для макраме и для украшений, для всего, что хочешь. Чехлы делаю для телефона. Все на свете. Так, и едем с вами еще вот сюда. Переезжаем. Здесь у нас летний состав. Вот это Лора Пиано. Это, мне кажется, лен стопроцентный и довольно толстенький. 400 метров на 100 грамм. Я думала его, вот эти вот две бобиночки, вот так вот вместе. Можно и в одну нитку, но вместе оно так прикольно смотрится. Какой-то образец я видела где-то, то ли в магазине пряжи, то ли сама вязала, не помню. Так, вот его тоже возьму с собой, наверное. И у меня получается с собой будет вот эти Лора Пиано и вот это вот вытянутыми петлями. Попробую что-то посмотреть, что можно связать. Так, в результате своего осмотра я выбрала 3 вида пряжи летней, из которой планирую вязать что-то. Сейчас, возможно, даже это будет старт, неделя стартов летних вещей. Вот, еще раз покажу. Лен, хлопок, ИПА, 210 метров на 100 грамм, естественно, в одну нить. Что-то можно вязать объемное, вытянутыми петлями, летящее, прикольное. Вот это вот 2 бобиночки Лора Пиано. Здесь стопроцентный лен, 400 метров на 100 грамм. Опять же, 160 и 160 грамм. Здесь можно либо в одну нить вязать что-то тонкое, либо на машине, либо в 2 нити спицами, что-то более уже такое, ну, достаточно быстро продвигающийся. И вот этот состав потрясающий, лен Фрескалина и Меринос Хармони, который вместе дает вот такое классное полотно. Наверное, оно тоже пойдет у меня в работу. Из всех 3 хочется начать, поэтому будет однозначно. Буду стартовать все 3. Так, ну что, дожились, дождались. Вот мой летний вязаный гардероб, и я собираюсь сегодня показать вам все, что у меня связано для лета и для такого времени, которое не зима, когда я не ношу теплое. Когда не ношу теплое, я ношу вот это все. Это летние вещи. В основном преимущественно летние составы, но здесь будут проскакивать и что-то такое, знаете, демисезонное кое-где. Пару вещей у меня есть, которые можно с натяжкой отнести к летним вещам. Итак, приступим. Первый топик, который собираюсь вам показать. Значит, на мне сегодня будут просто вот эти серые льняные брюки, которые, в общем-то, с большего подходят к каждой моей летней вещи. Летние вещи все представлены верхними, верхними, плечевыми и не только частями гардероба, скажем так. Поэтому брюки я, с вашего позволения, переодевать не буду, хотя, в принципе, какие-то, возможно, из этих моих шедевров можно стилизовать и с каким-то другим низом, с юбками и прочее.
Значит, на мне сейчас топик, который я вязала на машине. Он выполнен из вискозы и мериноса. Такой вот топик. Носится прекрасно, замечательная вещь. У вискозы один недостаток, что она тянется. После стирки схлопывается, при носке тянется. Ну, в общем-то, здесь такая конструкция, что даже когда он немножко тянется, ему это никак не вредит. Понятно, да? Далее я хочу продемонстрировать вам костюм двойка. Это такой кардиган. Он здесь у меня без каких-либо застежек, без пуговиц, без всего. Выполнен он из буретного шелка спицами. Такой, знаете, мягкий-мягкий и в то же время теплый для каких-то прохладных дней и достаточно прохладный и достаточно такой охлаждающий в жару. То есть я даже не знаю, это свойство шелка, которое известно многим, но им пользуются не все. Хорошая вещь получилась, такая носибельная, можно надевать, накидывать вечерами осенними, ой, летними прохладными, а под ним у меня такой топик. Из той же пряжи, что вот здесь отделка выполнена, это шелк, какой-то распуск. Буретный вот этот хвойного цвета, это бобинки я покупала, а это какой-то распуск. Вот такой топик. Вот так выглядит. Хороший вариант на лето. Вы знаете, я посмотрела, у меня оказывается такой жирный летний гардероб, что я даже не знаю, нужно ли мне еще что-то или нет. И цвета разные присутствуют, и фактуры разные, и... Но все равно надо что-то вязать, правда? Поэтому будем вязать. А не снимая этот топик, покажу вам еще один очень удачный, на мой взгляд, кардиган. Выполнен он из пряжи Лора Пиана. Это смесь шелка туса, шелк туса с крапивой. Такая, знаете, ниточка очень необычная по ощущениям. Она вроде как мягкая, но в то же время шершавенькая, толстенькая. И ни капли колкости в ней нету, но вот это вот ощущение, что это крапива, оно как будто бы присутствует. Здесь я взяла по своим собственным расчетам. Здесь очень интересно выполнены отделка рукавов. И вот обратите внимание, отделка. Вот такие вот у меня закругления на... То есть резинок нету, вместо них я выполнила ну, такую поперечным вязанием, такую двухстороннюю отделку. Обожаю эту вещь, обожаю. Мне кажется, она настолько моя. Вот если предыдущий кардиган из буретного шелка, он такой, ну, там есть к нему вопросики, куда его, с чем носить, он такой небрежный, он такой кудлатый, такой вот этот буретный шелк, ощущение не нового полотна, не свежего, то здесь просто все отпадает. Он струится, он блестит, он такой благородный, и в то же время он нежный и мягкий. И с одной стороны вроде как теплый, но с другой стороны он такой шелковистый, как будто бы. Не знаю, трудно описать это ощущение. Пряжа, вот повезло просто встретить такую пряжу, и повезло сделать такую вещь, которая будет соответствовать полностью этому составу. Эта блуза мелькала не раз в моих видео. Чем она мне нравится? Она мне очень нравится цветом, она мне очень нравится составом, но вязала я ее не для себя. Я вязала ее для своей старшей дочери на заказ. И скажем так, после примерки мы выяснили, что мне она как-то села получше все-таки. И я решила, что, ну, как бы оставлю ее себе, буду носить.
Значит, хорошо очень смотрится с джинсами с завышенной талией. Вот когда здесь у меня талия в брюках занижена, конечно, это смотрится не очень. Она выглядит под стрелом коротким каким-то. С завышенной талией выглядит прекрасно с джинсами. Связано здесь в составе хлопок, здесь в составе ниточка от Брунелло Кучинелли, что-то там трехсоставное. Интересный состав. Хороший. Вязала также по картинке из Pinterest. Здесь такие у нас ромбики. Вот это вот все, оно как бы так на картинке и было. Оно должно быть такое ну, скажем так, облегающее. Вот. Ну, такая работа. Ношу, надевала даже в ресторан, между прочим, на 8 марта. Так, следующее, что я вам покажу. Покажу вот такую одну из первых моих работ. Сейчас я переоденусь. А это одна из давнишних моих работ. Лет, наверное, 5 назад я вязала из остатков совершеннейших. То есть понаходила какие-то я ниточки, с которыми мне очень хотелось продлить свои отношения, но их у меня было совсем мало. И вот скомбинировала я такие полоски, подобрала по цвету что-то плюс-минус подходящее. Здесь, конечно, есть большие вопросы по конструкции, особенно по длине рукава. Рукав здесь недостаточный. Вот мне его все время хочется как будто бы подтянуть вниз. Но, тем не менее, само изделие довольно гармонично выглядит, потому что здесь такие, можно приоткрыть плечи, я резиночки вставила, его можно и приподнять, а можно плечики немножко и приоткрыть. Вот таким образом. Почему я отношу его к летним вещам? Потому что оно довольно легкое, здесь много вискозы, здесь такая ниточка, которая, наверное, содержит какую-то вспушенную альпаку немножко, либо что-то такое пушистое, я уже не помню, что это, какие-то остатки совершеннейшие. Но они совершенно не как-то не придают этому изделию какой-то паркости или жаркости. То есть в нем довольно комфортно, хорошо себя чувствую. А вот это уже вещица, которая заставляет меня трепетать. Серьезно. Это блуза, которую я связала поперечным вязанием от рукава к центру. И здесь тоже к центру, без швов. Из махера на шелке Lanes du Nord рассказывала я и показывала. Вот под боком оказался этот моточек, вот такой вот Lanes du Nord. Поэма называется махер. Он с переходом цвета от такого нежно-розового к серо-фиолетовому, наверное. И вот отделочку выполнила тоже этим же цветом, но уже ну, с другой частью мотка, скажем так. Вот получилось, что у меня резиночки фиолетовые, отделка фиолетовая, а рукавчики от розового к серому идут. Обожаю эту блузку. Обожаю то, как я себя ощущаю в ней. Насколько махер на шелке нежный. Почему я ее показываю как летнюю вещь, а не зимнюю? Потому что для меня это очень, скажем так, прохладная вещь, хотя для некоторых носят такое зимой. Естественно, в моих условиях пребывания ее надеть там, на работу, например, невозможно. Но куда-то надеть в театр, куда-то на выход, куда-то там ее можно и зимой, и летом, естественно, подбирая подходящий случай. Обожаю эту вещь. Просто люблю нежной любовью. То, как получилось, все угадала прекрасно. Рукава у меня без заужений, без расширения, они прямые. Мне нравится такой рукавчик. И вот здесь у меня идет поперечное вязание. Как вам нравится? Осталось еще примерно половина. Интересно, вы смотрите, потому что там кое-что будет такое неоднозначное. Также хочу вам показать вот этот джемпер пола, который связан из смеси шелковой нитки, 100% шелк и нитка, смесовка хлопок, вискоза и лен.
какая-то российская нитка в мотках, не помню что, комтекс, не помню. Вот такая вот, а может даже белорусская, кстати говоря, может быть и белорусская хлопок, вискоза лен и ниточка шелка. Значит, здесь что интересно, здесь у меня отделочка розовым нежным, а сам цвет, он такой, вы знаете, как называется такой цвет? Он не серый. Это не серый цвет, это какой-то, это лучше, чем серый. Я не знаю, как цвет этот называется. Вот такая вот пола. По моим расчетам тоже все вязала, думая о том, что это должно просто сидеть на мне. Это не должно быть какое-то изделие, которое там, не знаю, должно подойти всем. Оно должно подойти мне. И с этим расчетом я вязала. Здесь реглан обычный, пола отделывала вот таким образом, спицами вывязывала. Благодаря пряже все это выглядит очень аккуратно. Ну, тут из-за того, что всю зиму это все хранилось, может, где-то какие-то такие заломы немножко присутствуют. Ну, отпарить, и все будет прекрасно. А вот такое поло. Люблю его. Оно тоже легкое, оно тоже приятное, комфортное, такое охлаждающее немножко. Хорошая вещь. Классная вещь для летнего гардероба. Эта футболка, это история долговяза, который лежал у меня, наверное, год без движения совершенно. Начала я вязать ее когда-то в больнице тоненькими спицами, что-то в районе около двойки, тонкой ниточкой 500 метров на 100 грамм. И вязала я, что это, погон, какой-то погон. Она у меня зависла на год под подрезами. Вот я вышла под подрезы, и все. И вот она у меня лежала, на ней было миллион петель. Все, движения никакого не было. Потом что-то я подумала, так, покручу в руках, если фигня, распущу. Я кручу, измеряю регланную линию, ну не регланную линию, а вот эту высоту до подреза. И понимаю, что, в общем-то, пора переходить к отделению туловища и рукавов. И как только я отделила туловище и рукава, дело пошло максимально быстро. То есть все полетело, потому что уже петель стало в 2 раза меньше, и я жух и довязала. Отделочку сделала вот такую блестящая ниточка у меня и турецкая стретч, газал, стретч, что-то стретч на резиночке пустила. Вот. Вот такая получилась вискоза. Здесь в составе вискоза и лен, по-моему, маечка. Замечательная, хорошая, спокойная расцветка, хорошая посадка, прекрасная вещь, которую можно и в пир, и в мир, и куда угодно, в добрые люди, если они добрые. Вот такая вот тепельняшка, полосатик у меня такой связался тоже, наверное, уже года 4 назад. И вы знаете, я его ношу периодически время от времени летом. Он настолько воздушный, что просто, когда хочется как-то и быть одетой, да, не светить голым телом, но в то же время не париться, не думать о жаре, я беру эту вещь. Здесь у нас вспушенный хлопок, это белое, это то, из чего вязала вот эта понча для младшей дочки. И какая-то тоже, какой-то серый распуск, легенький, абсолютно невесомый. Вообще тут такое чувство, что он ничего не весит. Этот джемперок от... значит, что это у меня? Выполнила я отделку, да? Отделку я выполнила из кашемира распущенного, нежно-салатового. Вот. И вот такая классная вещица, расслабленная, ни к чему не обязывающая. У меня получилось. Носится прекрасно. Что я здесь вязала? Вязала снизу вверх, нет, со швом, снизу вверх, отдельными частями, с такой хорошей широкой
вырезом для горловины. Я сегодня не помню ни одного слова, я все забываю слова. Что-то надо с этим делать. Все, прекрасно, замечательная вещь. Идем дальше. Так, ну это легенда в моем гардеробе. Футболка из шелка выполнена была на вязальной машине. Я вязала ее уже, не побоюсь этого слова, больше 10 лет назад, мне кажется. Из каких-то бобинок шелковых. Как они у меня оказались? Что у меня тут не хватало, что я вот добавила какую-то серую полоску, здесь ее нету. Вот это совсем другая пряжа, вот тут как-то все полосатится. Что-то такое, в общем-то, мне тогда виделось, что это хорошо. Но вы знаете, несмотря ни на что, я эту футболку надеваю и ношу. Это удивительно. Я ее ношу и на работу. Она легкая, она такая, знаете, гигроскопичная, как сказать. Она какая-то приятная. Вот в ней хорошо, в ней себя ощущаешь прекрасно. Вот. И она оригинальная, потому что такой точно ни у кого нету. Да? Я ее ж не задом наперед надела, нет? Не-не-не, у меня сзади эти полоски, все правильно. Ну вот. Вот такая вот футболка из шелковой нити во много сложений. Не спрашивайте, какой, и не спрашивайте, как это все было. Это я вязала больше, наверное, 10 лет назад. Носится нормально, хорошая вещь. Рекомендую связать такую. Топ, который был связан буквально за один день. Толстенный хлопок, ленточный. И вот такой результат. Почему я купила этот хлопок и почему я связала этот топ? Был остаток на бобине, там, я не помню, грамм 200, наверное, толщина огромная, никто его не хотел взять. И я подумала, а цвет прекрасный, то есть восхитительный. И я подумала, мне на топ точно хватит. Он не обязательно, чтобы он был длинный. Вот свяжу, что получится, то получится. Цена 3 копейки этой вещи. Но выглядит за счет цвета и за счет того, что он такой универсальный, его можно и под что-то пододеть. Выглядит прикольно. Сидит неплохо. Опять же, можно носить как с этими, так и с другими брюками повыше посадка, чтобы была. Так, осталось 3, 6, 7 вещей. Здесь у нас такой свободный топ, в котором мне захотелось реализовать идею перехода микса цвета. Я купила пряжу вот такого салатового оттенка, купила пряжу такого серого, да, серого оттенка. И купила пряжу, где из салатового переходит постепенно в серый. И подумала, что это все прикольно было бы совместить, и будет интересно. Состав этой пряжи, вы знаете, это тоже турецкий производитель, как мне кажется. Здесь тоже вискоза, лен и хлопок в составе. И он такими, как сказать, эффектом фламе получается. Но здесь, кажется, я к ней добавляла, к этой основной нити, еще дополнительную нитку. Да, еще дополнительную нитку. Хлопок свой. Я вам его сегодня показывала, зелененький. И сюда какой-то хлопок, что-то я добавляла. Но получилось вот так, довольно интересно. Отделки здесь нету никакой. То есть тут вот как я горловину необработанную вывязала, так и оставила, так и бросила. Почему отделки нету? Потому что, наверное, решила, что она здесь не нужна. Хотя, может, и нужна. Но я ношу там, у меня топ, естественно, внизу бельевой. Поэтому, в общем-то, можно и без отделки. Зато все проветривается хорошо и продувается. Вот так спереди выглядит хорошо. Мне нравится силуэт, как выглядит. Вот эти плечи спущенные, тут как будто бы как линия талии такая потемнее. И снова вниз. То есть мне вот силуэтно эта вещь нравится, она кажется удачной. Так, идем дальше. Что-то мы с вами долговато, да? Мы идем дальше.
А сейчас на мне одна из самых спорных моделей, которую я, наверное, надела один раз и больше не носила. Это хлопок травка от Camtex. Стоковая бобина. Вообще эта пряжа продается в мотках. Вот такое здесь еще вяжется продолжение, которое заброшено, потому что оно никак не читается ни на теле, ни на какой-то ткани другой. Оно читается только если приложить это к белому полотну. Вот, тогда видно, что здесь изображено, что это такие бабушкины квадраты красивенные, с очень красивым рисунком. Вот. Поэтому вряд ли это довяжется что-то, нечто. Хотела сделать либо кардиганчик сюда, такой дополнительный, либо какой-то низ, может, шортики или что. В общем, вряд ли эта вещь довяжется. А вот эту я тоже не ношу. Почему? Во-первых, мне кажется, что она как будто бы меня полнит. А во-вторых, она какая-то, вот видите, она выглядит неряшливо. Вот. В-третьих, здесь получился у меня круглая кокетка, по-моему, не сильно... Ну, в общем, не знаю, что-то я в ней чувствую себя каким-то гоблином. Вот. Наверное, распущу, и, возможно, эта пряжа у меня просто не дождалась своего проекта и нуждается в чем-то. Здесь какой-то узкий рукав, как будто бы. В общем, что-то неудачное, какая-то нескладуха какая-то получилась. Лучше, наверное, это все пока отложить до лучших времен и перевязать. Носить мне есть что, поэтому я не переживаю. Ускоряемся. Кофточка ни разу не летняя, ну и не зимняя. Поэтому если я не покажу ее здесь, я не покажу ее нигде. Связано также из остатков. Видите, рукав тут сам себе, второй рукав сам себе. А у меня были какие-то вообще совершеннейшие отмотыши, размотыши каких-то проектов, которые вот соединились в такой вот джемпер. Вот как он выглядит. Вот такой. Здесь моточная альпака и какой-то, по-моему, мериносик как основа. В общем, что-то такое получилось, вот такое. И не лето, и не осень. Можно носить на прохладные летние вечера. Опять же, по своим расчетам V-образных у меня не так уж и много, хотя я их очень люблю. Надо повязать еще V-образные вырезы. Один из немногих с V-образным вырезом. Нормальная вещь такая, на каждый день. Ну что, эту вещь вы точно видели в ролике про окат рукава, который там 160 тысяч просмотров набрал, и по которому очень много кто пришел ко мне или сохранил себе этот метод. Здесь правда окат рукава, вот, вывязан супер-пупер аккуратненько, супер-пупер классно. Вот, набор здесь был изначально, наверное, ну, петель 10-15, может быть. И потом вниз я шла. Это распущенный бобинный кашемир. Также в дороге его вязала. В много сложений, наверное, в 4 или в 5 тонюсенький кашемирчик. Очень классная вещь. Знаете, она такая легкая, она такая воздушная, она такая невесомая. Мне очень нравится этот цвет, и мне хочется ее носить, надевать и радоваться, что она у меня есть. Что здесь из недостатков? Какая-то она как будто бы широковатая для меня. Не знаю. Но с другой стороны, свобода — это хорошо. Вот так вот ходишь и как будто бы свободно. Это лучше, чем хлопок-травка, которая облипает и обтягивает, и непонятно что создает. Вот такая из стопроцентного кашемира у меня получилась футболка с спицами тоненькими, с красивыми очень деталями. Показывала, как я здесь вязала горловину, закрывала, и показывала, как я вывязывала окат рукава сверху вниз в этой вещи. Что скажете? Все, осталось совсем немножко. Еще одна супер-пупер спорная вещь, которую я вязала как способ вывязать остатки. Опять же, была у меня одна бобинка, как такая хлопка, такая, ну, какой, короче, две неприглядные нитки.
я подумала, из двух неприглядных ниток можно сделать что-то прикольное. И вот у меня родилась такая футболка. Чем она хороша? Ничем. Ничем не хороша. Она хлопковая, довольно тяжелая, довольно паркая, мне кажется. Вот я ее сейчас надела, и уже мне как будто бы жарковато в ней. В ней нет какого-то красивого дизайна. Ну да, полоски, ну и что, голубенькие. Ну, ну так, изредка с джинсами. Даже не знаю, на какую погоду вот ее надеть. Когда жарко, в ней жарко. Когда холодно, в ней будет холодно. Ну, что-то такое, наверное, не очень удачная все-таки пряжа. И не совсем такой, я не знаю. Хорошо, что этой пряжи было немного. Снимаем и забываем. Не летняя жилеточка, но я ее покажу среди летних вещей, раз уж она уже висела у меня здесь. Из Lens du Nord тоже с переходом цвета. Вот такая связалась у меня жилеточка. Мне так понравилось. Из, кажется, одного мотка, я не помню. Наверное, один моток здесь. Наверное, один моток, но подмот у меня был. С подмоты я подбирала зеленый, потом рыжий, здесь серый. Это не в одну нитку, это в две нитки, и каждый из них у меня свой подмот. Такой твит от Lens du Nord с крапушками милыми. Хорошая тоже, она мягенькая, не жаркая, не паркая. И мне вот этот переход цвета очень нравится, очень. Мне он кажется просто каким-то шедевральным. Все, почти закончила. Жилетка, для которой специально пришлось мне купить розовую блузку. Вообще у меня до этого не было розовой блузки. Вообще розовых вещей у меня очень мало. Но, опять же, была у меня в руках бобинка, которую захотелось мне связать. Мягкая, прекрасная. Рисунок придумала просто на ходу. 6 ниток был смотан махер, толстенький, тепленький. И вот я связала такую жилетку. Насколько хватило мне махера, настолько и связала. Вот такая вещь. И раз уж блузку я купила, то к этой блузке сегодня впервые примерю. Впервые посмотрим, подойдет. У меня есть такая вещь. Тоже достаточно спорная. Я вязала ее когда-то во время поездки на Гоа. Просто мы летели в самолете, и что-то мне надо было вязать. Были у меня с собой вот эти вот моточки. И что-то мне надо было просто вязать деревянными спицами. И вот у меня получилось из того, что было, вот такая приблуда. Слушайте. Которую, естественно, непонятно было, с чем носить. Вот такой балахон. И сегодня прямо на ваших глазах родился лук, родилось сочетание, которое, в общем-то, имеет право на жизнь, как мне кажется. С этой рубашкой я могу наконец-то поносить свой этот балахончик. Попа прикрыта, если что. На этом обзор моих летних вещей, вязаных, моего летнего гардероба завершен. От меня к вам огромная просьба высказаться вообще по поводу того, есть ли что-то стоящее в этом гардеробе, и что нужно бы мне еще связать такое, чтобы вот как-то вообще отличалось кардинально от всего. Чего мне не хватает в летнем гардеробе? Подскажите, друзья. Ну, только платье не предлагать, потому что я вязала сарафан, и все. Не хочу больше платье вязать. Хватит мне этого фиолетового сарафана из Клоу. Подскажете? Друзья, спасибо огромное за просмотр этого влога. Обязательно подписывайтесь, оставайтесь со мной. Без подписки не смотрите, потому что с подпиской вы увидите и поймете гораздо больше. И также подписывайтесь на телеграм-канал, ТикТок, покупайте мои, бежите по моим мастер-классам. И мы всячески формируем с вами вязальное крутое сообщество, которое вяжем, думаем, живем, полностью отвечает вот этому слогану. Люблю вас. Всем пока.